Всем привет! Вы снова на моем канале, и сегодня у меня такая наболевшая тема среди моих подруг, друзей и знакомых. Это как накопить деньги. Чаще всего, когда разговор начинает заходить именно в это русло, там, как накопить, как ты накопила, чаще всего меня это спрашивают. И вот я хотела бы наконец-то один-единственный раз, наверное, уже заключительный, я надеюсь, что я думаю по поводу того, как накопить деньги. Вообще, как начать их копить? На мой взгляд, прежде всего, нужно посидеть и подумать, нужно ли вам это вообще. Если вообще подумать, просто я хочу накопить, или там вот бы мне начать копить, это как бы одно, это ни к чему не приведет позитивному, это все останется в непонятных мыслях и мечтах, там, я не знаю, просто останется словами, как бы возможно. Но когда у вас возникает какая-либо цель конкретная, на которую вы хотели бы накопить, тогда все становится гораздо проще. У вас сразу возникает путь в голове, как достигнуть этой цели, что я могу сделать, как нужно проанализировать свою вообще жизнь, свои финансы, в принципе, в жизни, которые там появляются, зарплата, да, или там, может быть, какие-то отложенные деньги уже, или, возможно, подработка какая-то, или там мама иногда дает, да. В общем, нужно взять, проанализировать ваше вообще конкретно финансовое положение на тот момент, когда вы начинаете наконец-то задуматься о том, чтобы не начать ли мне накопить. А у меня еще есть мечта, и, возможно, как раз сейчас тот случай, когда нужно взять и накопить на эту мечту. Итак, вот у меня есть несколько пунктов, по которым я бы посоветовала копить. Возможно, они кому-то будут полезны. Итак, с чего начать? Первый пункт – это нужно посидеть и проанализировать свою данную ситуацию, свою жизнь на сегодняшний момент, свое финансовое положение. Итак, какая у вас заработная плата? Просто взять даже листик, или там, может, в голове вы хорошо откладываете мысли по сторонам, либо, возможно, там гаджеты какие-то помогут. Собственно, неважно, как вы это будете делать, сам факт. Нужно проанализировать и понять, сколько вы получаете, сколько вы тратите, сколько у вас остается. Вот очень хорошее приложение, я думаю, скорее всего, это в большинстве случаев у людей Сбербанк онлайн. И, соответственно, да, и хотя, я думаю, во всех приложениях, но Сбер, он самое удобное приложение, я считаю. Там есть анализ финансов, анализ вообще всего, что вы там тратите, куда это уходит. Очень удобно именно анализировать. Сразу начинаешь четко понимать, куда у тебя большая часть финансов уходит. И остаются ли вообще какие-то деньги, или все-таки вы живете непосредством. Итак, первый пункт будет это проанализировать ситуацию. Как это делала я? Я просто села на лист бумаги, мне все комфортнее рисовать, визуализировать, именно писать, чертить. Я просто написала, сколько я получаю зарплаты, куда я трачу, там, допустим, коммунальные услуги, там, за съем жилья и так далее, куда там покушать, на дорогу, на одежду, сколько раз я трачу вообще там какие-то спонтанные покупки были, к примеру, в тот или иной месяц. У меня даже однажды был такой момент, я вела тетрадь несколько месяцев просто ежедневно, вот благодаря Сбербанк онлайну, записывала, просто выписывала, сколько денег я тратила каждый день. Это, кстати, помогает. Ты сразу начинаешь понимать, особенно в конце месяца, что сумма-то растет, я живу непосредством. И что нужно как бы уже в чем-то себя, наверное, в рамки все-таки поставить. Далее, что я делаю? Для того, чтобы себя действительно как-то ограничить, немножко в рамки поставить, потому что уж совсем направо-налево тратить не хотелось бы, а мечта есть и накопить на нее хочется. Что я делала? Я открывала вклады. Больше всего мне помогли накопить вообще какие-либо финансы два вклада. Это пополняй, ну опять же Сбербанк онлайн, это пополняй и
сохраняй. Два конкретных вклада, которые как бы помогают именно накопить финансы. Как? Пополняй, он сам за себя говорит, это пополняется финансы, но снять не можешь. Он там на разные сроки открывается. Я там открывала примерно, там, допустим, на полгода. Вот копила. Снять я, конечно, не могла. Как говорит одна моя знакомая, деньги нужно пережить. Отложенные деньги нужно пережить. Если ты пережил отложенные финансы, все. Ты уже дожил там до зарплаты или до аванса, эти деньги не тронуты, все, они пошли в дело, они копятся. Далее, когда, допустим, подходит конец срока вклада пополнять, то, допустим, он открыт, ну, к примеру, на 3 месяца или там на полгода. Ну, на полгода удобнее всего, потому что ты понимаешь, что за 5 минут ты ничего не накопишь, не откладываешь. Даже вот чем мне нравится, что пополнять можно вот любую сумму. Вот сегодня понял, что да, сегодня 100 рублей я не потратил, я могу туда внести. Вот неважно, вот любую сумму, хоть 1 рубль туда переведи. Понял, что сэкономил где-то 1000-1500, тоже туда отправил. А потом-то в итоге это все по копеечке накапливается. Далее, когда приходит срок закрытия либо пролонгации вклада, вот пополняя, именно когда пополнение происходит, да, уже, соответственно, копится определенная какая-то сумма, и ты понимаешь, что она вполне уже такая нормальная, молодец, даже там, если, я не знаю, 10 тысяч вы отложите за какое-то время, это тоже вы уже молодцы, да хоть 5, хоть 1000, хоть действительно 1000 рублей, хоть вы по 100 рублей там каждый день вкладывали, это уже хорошо, вы уже молодцы. Берете эти финансы и, как я, переводите на вклад «Сохраняй». Тот, с которого нельзя ни снять, не пополнить, вообще ничего трогать нельзя, иначе потеряются процентики. Но не столько там проценты важны, сколько важен сам факт. Снять ты не можешь. Вообще тронуть ты не можешь эти финансы определенное количество времени. И вот я открывала чаще всего, мне вот больше нравилось там полгода, 3 месяца, вот так. Открывала, вот, к примеру, полгода. Причем в тот момент, когда я открываю «Сохраняй», то есть хранить и не снимать, не трогать, я в тот же момент открываю второй вклад. Это пополняй. Еще раз открываю, пополняй. То есть у меня получается 2 вклада. На одном деньги лежат, просто не трогаются, никуда не уходят, копятся. Ну и там, конечно, небольшой процент идет. А вот вклад пополняй, он помогает опять снова деньги отложить, не снять, но пополнить их все-таки туда можно. И таким образом, к примеру, один открыт на полгода, второй открыт на полгода, один там хранился, лежал, не трогали, второй я пополняла, финансы какие-то все равно получились там. Соответственно, полгода спустя оба вклада я могу, соответственно, закрыть, совместить вместе и снова всю сумму отправить опять, к примеру, на полгода «Сохраняй», и снова открыть пополняйку и снова пополнять. Таким образом очень удобно копить. Как я уже говорила, деньги, которые отложены и ни разу не тронуты до зарплаты, до аванса, и они все-таки никаким образом не притронулись, значит, они пошли в дело. Все, они накапливаются. А деньги, как всем известно, они друг к дружке прилипают. И таким образом можно очень хорошо, в принципе, накопить. По крайней мере, если даже вы там 1 миллион не накопите, или там 100 тысяч, да, неважно, сколько вы там, может, на морожке себе там на минимально 1050 закопите, и то это чем хорошо? Ваша дисциплина. Вы приучите себя откладывать финансы. То есть у вас уже всегда будет какая-то определенная цель, вы будете знать, что да, вы вполне себе можете действительно, правда, к этой цели прийти. Действительно, вы умеете уже откладывать финансы, и, соответственно, вы на любую свою цель уже сможете сами накопить. Главное – придумать себе мечту. Придумать такую цель, которую вот жутко хотелось бы заполучить, к которой хотелось бы дойти. Вот одно время я очень-очень хотела
зеркальный фотоаппарат. Вот мечтала о нем. И все, что я делала, это копила. Да, у меня были моменты, когда мне приходилось эти деньги потратить, там у меня непредвиденные обстоятельства какие-то были. Мне нужно было там за жилье заплатить за 2 месяца подряд. Там, все, мне пришлось брать эти финансы, но я держала в голове эту цель. Я хочу фотоаппарат зеркальный, я хочу зеркальный фотоаппарат. И я на него накопила принципиально. Мне было принципиально важно не кредиты какие-то, не влазить кому-то в долги. Нет, мне хотелось самой честно взять, накопить и вот просто прийти и оплатить своими финансами честно накопленным здесь и сейчас. И вот это для меня стало вообще важным моментом в своей жизни. Далее, какие-либо у меня были серьезные вот планы на что-либо, неважно, там купить вообще все что угодно, фотоаппарат, какую-то вещь, да, на все что угодно, съездить куда-то отдохнуть. У меня всегда была цель самой конкретно взять и накопить. Никому ничего не быть должным, ни копейки. Зато это так окрыляет, это себя даже чувствуешь как-то по-другому. Ты можешь это сделать, ты сделала, и ты молодец. И на самом деле ты молодец, ты достигаешь поставленной цели, и это формирует в тебе положительные черты характера. Ведь получается, что ты не только деньги можешь отложить, ты, значит, можешь идти к своей цели, ты можешь к цели эту добиться, значит, ты и в чем-то в другом сможешь добиться цели, значит, в чем-то в другом ты себя также морально воспитал, что ты можешь, ты сказал, ты сделал. Ты сказал, накоплю на фотоаппарат и накопил. Это же потрясающе. Вот таким образом у меня получалось на многие-многие вещи именно принципиально накопить. Дать себе вот какое-то, не знаю, как указание, что ли, в голове себе поставить цель, что я это куплю за свои деньги, вот просто разом. Пришла, оплатила, до свидания. Никаких кредитов, никаких переплат, никаких растягиваний платежей, никакой вообще ерунды. Конкретно взять и оплатить. Вот это было супер классно. Я советую вам подумать об этом. Возможно, мой совет будет кому-то интересен, возможно, кто-то вдохновится им. И, ребята, ну попробуйте, может быть, и у вас тоже получится, ведь у меня получилось. У меня всегда еще мысль такая, вот когда я что-то хочу сделать, у меня, ну, не очень сильно получается, мы все люди, и это нормально, когда может что-то не получаться или что-то выходить не так, но я, например, всегда держу в голове мысль, что если кто-то это смог, вот, например, бухгалтеры, очень сложная работа, да, там нужно хорошо там, мозгами шевелить и так далее, это к примеру говорю, ведь они могут столько цифр держать, столько там всяких сокращений, что какие-то умные мысли там у них всегда, какие-то умные штуки нужно знать. Ведь они могут, значит я могу посидеть, сделать что-то. Допустим, вот однажды я вот собирала за учебу 13% вот этих у государства налоговый вычет. И чаще всего как у нас люди делают? Просто просят кого-то. Если есть возможность, ну, конечно, бесплатно, это хорошо, когда есть подружка. Если, например, нет, то идут к специалисту какому-то, платят финансы. А вот если поставить себе цель и сказать, я что, тупой, я сделать не могу? Да могу, легко. Все равно я добьюсь. Значит, перечитать информацию, принципиально дать себе какую-то, опять же, цель поставить, я это сделаю. Конкретно я не буду никого просить. Если делают это люди, если кто-то из людей это делает, значит, это могу сделать и я. Чем я хуже всех? Да ничем. Значит, что? Просто почитали информацию, посмотрели, как это сделать, зашли на сайт там налоговой, да, там все написано, расписано, попробовали, не получилось, возможно, попробовали еще раз. Возможно, если прям где-то совсем затупили, хотя там все очень просто на данный момент, это когда-то было затруднительно, сложно, сейчас вообще все предельно просто. Можно всегда позвонить. Я вот не раз уже убеждалась в том, что можно просто позвонить в ту или иную организацию, да, ну, которая интересна на тот момент, и спокойно решить все вопросы. Значит, опять же, добиться своей цели. Поставленных целей очень приятно добиваться, зная, вот, что у тебя в голове сидит мысль, что я смогу. И это реально получается. Так что желаю вам всем поставить себе цель, накопить денег и купить там все, что вы хотите, накопить ту сумму, которую вы желаете накопить,
Пусть у вас все получится. Я надеюсь, мои маленькие советы были вам полезны. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и жду ваших комментариев. Возможно, кому-то это будет полезно, а возможно, кто-то поделится своими интересными мыслями по этому поводу. Я всегда рада почитать комментарии, всегда вам всем отвечаю. Ну что же, буду прощаться, пока. Встретимся в следующем видео.